Евангелие за 3 минуты. Евангелие от Матфея. Глава 4, стихи с 12 по 17. Человек или религия? Когда Иисус узнает, что Иоанн Креститель находится в тюрьме, он приходит в Галилею, регион, где он вырос. Он выбирает Капернаум в качестве штаб-квартиры своего служения и именно там совершает большую часть своих знамений и чудес. Капернаум находится на берегу Галилейского моря, пресноводного озера длиной около 12 миль и шириной 6 миль. Когда в Евангелиях говорится о лодках и море, они имеют в виду это озеро, а когда говорят о рыбе, то, вероятно, речь идет о виде тилапии. Пророк Исаия предсказал, что Мессия будет обитать в этом регионе и что в Галилее язычников люди, живущие во тьме, увидят великий свет. После того, как Иоанн Креститель, предтеча света, пришедшего в мир, отвергнут и арестован евреями, Иисус отправляется в регион, населенный преимущественно неевреями или язычниками. К тому времени это самый глобализированный регион Палестины, через который проходит международный торговый путь из Египта в Вавилон. Хотя его прямая миссия была направлена к евреям, слава об отвергнутом царе Израиля распространяется по всей Сирии. Это зародыш самой интернациональной из всех религий — христианской веры. Люди пытаются добавить к христианской вере множество региональных и культурных прибамбасов, но факт в том, что, по сути, она сосредоточена в одном человеке, Иисусе, а не в религии, культуре или обычаях. Многое из того, что вы там видите, духовенство, храмы, скульптуры, одежда и утварь, не более чем мусор, не имеющий ничего общего с Иисусом. Это вещи, которые христианский мир позаимствовал у иудаизма и языческих религий, пытаясь идентифицировать христианскую веру по видимым вещам. Но когда что-то видно, вера не нужна. Если вы верите в Иисуса, вы верите в одного человека, самого Бога, который не подвластен странам, временам и культурам, потому что Он вечен. Христианская вера основана на факте: Сын Божий пришел на землю, умер за наши грехи и воскрес на третий день. Это вера в живого Иисуса на небесах. Единственная видимая часть христианской веры на земле — это тело Христово, Церковь. Я говорю не о здании из кирпича или камня, а о том, что Библия говорит о Церкви, о теле, состоящем из всех, кто верит в Иисуса, кто родился свыше и спасен им. Если ваша вера связана с религией или религиозной организацией или чем-то еще, кроме личности Иисуса, вы зря тратите свое время. Религия — это идея сделать что-то, чтобы воссоединиться с Богом. Но что бы вы могли сделать, если бы Иисус уже сделал все, что нужно было сделать? Последними словами Иисуса были: «Совершилось». Итак, во что вы верите, в живого человека или в мертвую религию?